И здесь происходит момент истины. Ладно, ребята, хихоньки и хахоньки закончились. Давайте, серьезный контент пошел. У нас тут турнирчик, играет Оладушек против Dark Binanji, счет 2-2. Что же это за турнир? Это АОЕ Лига, которая проводится уже кучу лет. Я участвовал почти во всех сезонах, это уже сезон 13, дивизион 2, не самые топы, но предтопы типа. Соответственно, играем уже плей-офф, четвертьфинал, и Binanji выиграл свою группу, первое место занял, а я занял третье место в другой группе, и мы столкнулись в 1/4, соответственно. Очень потный тип, просто максимально душный. Мало того, что из Германии, да, 2250 рейтингом, но он еще и нестандартный. У него прям душные, жесткие заготовочки. Но так вышло, что за счет своих домашних карт мне удалось тоже выровняться на счет 2-2, и теперь мы играем его последнюю домашнюю карту, потому что он выиграл первую. Соответственно, у нас поляна стандартная, Глейд, и нации я пикнул готов, тут кельты. Люблю тут мечниками парашить, и в чем идея гота? В том, что в целом в центре у нас очень много такой вот нейтральной охоты, да, которую можно подгонять даже из центра. Внутри всего лишь 2 оленя, я решаюсь заняться наружными оленями, да, но тут будет очень много титаников и приколов. Карточка будет довольно уникальная, ну, Binanji кельты тоже мечниковая цива, грубо говоря, и находимся мы довольно близко, на самом деле, друг к другу. Вот даже оленей тырим. Большие ягоды у меня прямо в проходе здесь, да, и мы реально очень близко, и, короче, все подходит как бы на мечей. И здесь, если так задуматься, то, в принципе, у Гота как будто бы расклады хорошие, потому что брак его работает быстрее, пехота дешевле, много еды, бонус на охоту, и, в принципе, можно заспамить мечниками очень сильно кельта. А у кельта что? Ну да, больше леса, может быть, лучников может выйти, но если мечниками будет играть, да, они у него побыстрее, но у меня их будет просто больше. Плюс мои мечники еще и стены будут легко пробивать. Поэтому все супер удачно. Итак, я, в принципе, подгоняю оленей, особо не парюсь, где мой пока враг, такой думаю, да, изи-пизи, в принципе, здесь все будет у нас спокойно. Но в чем главная особенность карты Glade, которую я вам скажу сейчас, то, что может повлиять после. Главная особенность в том, что внутри у вас, как на хайдауте, да, всего лишь 1 золото, 1 камень, даже всего лишь 4 кусочка золота, 4 кусочка камня и все. Нет даже 2 золота, все остальные ресурсы находятся снаружи. Поэтому можно запереть врага и как бы не пускать его наружу. Но это тоже не такое простое действие. Так, что мой крест здесь делает, не совсем понятно. Стал я лесопилки делать специально вот такие вот. Полуфорвардные, скажем так. И здесь будет прикольный момент. Посмотрите. Я за года всегда так делаю. Здесь есть момент, я вижу, что скаут подбегает здесь. У меня нет нума, правильно? Нума нету. Я специально его байчу на бой. Он такой, о, безумный крест, дай-ка я его захаваю. Наверное, еще важный домик делает. Ой, сейчас будет весело, думает Binanji. Но я все чекал. Уже до этого момента я делаю креста и думаю, так, а сейчас мы используем трюк. У Гота лум делается за секунду. Смотрите, что происходит. Начинает принять бой. Я отменяю креста. Теряю на этом несколько, ну, как бы, время работы. И лум прокачивается. Чувак такого быстро не ожидает. Начинает пробивать креста, но довольно быстро сообразил, что что-то медленно он пробивается, да? И здесь мне удалось. Правда, я затупил с оленем, но чувак-то на месте. Я играю, такой, ха-ха, не ожидал, типа, лум появился, инста-лум. Ха-ха-ха. Думаю, я, переиграв его. Чувак такой, он бешеный уходит на тебя. Он, в принципе, да, сложный какой-то чувак. Но Binanji сам очень, тоже у него довольно такой стиль, прям он меня там в какой-то катке самураями съел. Вы не поверите, самурай съели генуэзцев с 3-й стрелой. И даже с химией, по-моему. Я уже был в МП, у меня были генуэзцы. Ну, это так, просто кое-что другое рассказываю, да? Я офигел. Потому что они сжирают, у них увеличивается скорость. Ну, и у самураев же бонус по уникальным юнитам. Да, меня уничтожили. Это было дело. Но я уже ставлю барак, соответственно. 2 оленя подогнал отсюда. Бонус на охоту позволяет мне не ставить здесь рано мельницу. Соответственно, вторым зданием будет являться барак. Отлично, я такой, все нормально. Все у нас идет по плану. Готы. Подгоняем оленчиков изнутри. Binanji. Он не придуривается с лесопилками, делает стандартную. Вот здесь, запомним ее. То есть моя лесопилка в чем ее суть? В том, чтобы быть на форварде, чуть что у меня кресты могут среагировать и построить стену, либо бежать на форвард или еще что-то, а чуть что их так быстро и не отбить. Если пойдет траш, в принципе, сразу до них не дотянется. Хотя может и дотянуться. Ну, короче, таки полуфорвардная лесопилка.
Хорошо, подгоняем линии, супер медленно, выход на золото, в принципе, все нормально, у нас переход так же, как и у Бинанджи. Посмотрите, забавно. У меня большой айдол, да, здесь есть. На самом деле 29 секунд это много. Переходим на 18 крестах, и как будто бы Бинанджи собирается заволиваться и делать как будто бы лучника. Посмотрим, что он видит. Домики, стенки, чистокольчик. Интересно, для чистокольчик, для чего-то. И он видит мечника и такой, ага, попался. Мечников делает. Быстро делает. Хорошо, погнали. Я все еще халявлю, подгоняю оленей. Здесь максимально хочу играть долго без мельницы, поэтому подгоняю как можно больше всяких оленей. Еды у меня много, добытых ресурсов, кстати, не больше. Ну, Кельт с бонусом на лес, хотя у него тут было немного на лесе. В принципе, у него есть мельница, шахта, лесопилка. В принципе, все у него здесь удобно. Как будто бы все заточено на луков. Конечно же, я отправляю еще 2 крестьянина, чтобы начать какую-то застройку. И есть проблема. Я не знаю, где враг. То есть это вам видно, что он здесь, а мне не видно, блин. И я такой, так, подождите, а где враг? Я забыл разведать. Я начинаю разделять мечников, чтобы быстрее найти, соответственно, да. Здесь начинаются танцы с бубнем. Он еще раншапнулся. Куда, подожди, да, блин, куда ты раншапнулся? Дайте мне найти. Я не понимаю, где он. Здесь на меня еще нападает волк. На одиночного мечника. Блин, я ищу. То есть я думаю, может он здесь, может здесь. Я даже, ну, я не могу подумать, что он типа здесь. Это выглядит максимально тупо. Сделал 4 мечника и перешел. Я такой, блин, время теряю. А скаут постоянно здесь трется. До меня не доходит, что он может быть здесь. Я такой, да откуда он прибежал? Тут еще один волк. Я такой, да отвяжитесь от меня. Крестьяне тоже, они хотят что-то делать. Апается топор мечник, да, все дела. Но что делает Бинанджи? А Бинанджи сидит. Он ничего не делает, да? И самое забавное, смотрите, что он делал. Смотрите. Он делал вышку. Он видит, что тут куча мечей, кресты гуляют. Он делает вышку, а потом понимает, он понял по моему поведению, что я не знаю, где он. И он такой, ну тогда нам и не надо вышка. 173 камня, погнали, работаем. Хорошо. Это просто Титаник раш, на самом деле. Очень титанический раш. И тут до меня что-то доходит, что... может, враг здесь? Или еще не доходит? Боже мой, это очень ужасно выглядит, конечно, со стороны. Начинаю я тут поджираться, овцы начинают заканчиваться. Здесь я его загоняю. Честно говоря, не знаю, за счет какого холма его где-то там перемиг. Боже мой, это ужасно просто. И кресты идут туда же. Серьезно так было? Тем временем мужик такой, так, блин, ничего не происходит. А мужик такой думает, блин, пронесло. Делаю рынок просто. Рынок. И неужели он готовится переходить? Барака до сих пор нету. Я до сих пор ничего не нашел. А я еще почему-то погнался за этим скаутом. То есть это максимально тупо, что я погнался за этим скаутом убить его. Мне нужна инфа, а скаут быстрее всего находит инфу. И здесь я, короче, понимаю, что все как-то плохо. Я уже не успеваю. Я думаю, ладно, ребята, уже поздно рашить, давайте жрем куриц здесь. Запомним этих 2 крестьян. Хорошо. Здесь я заболелся частоколом, думаю, что-то непонятно. И здесь я понимаю, блин. Приколите, когда вы прошли вот здесь, мечники, у которых отличный бонус по зданиям, приходят и видят рынок-кузницу. Значит, человек идет в замке, а человек сейчас пойдет в замке. Он использует дальше камень под Стоунволл, и я, конечно, понимаю, и тут кресты далеко вышку ставить непонятно, и я такой... Ладно, давайте уже дамажить здание, может какой-то домик убьем, ну хоть что-то, используем мечников. Но я понимаю, что, ребята, плохо, все очень плохо, мне нужно догонять по замковой эпохе. У меня в голове то, что все-таки у меня есть бонус на охоту, но здесь всего лишь 2 креста сейчас на охоте, остальные работают просто обычным образом. Я без хомута, в принципе, как и Бинанджи переход. Не знаю, какой был его первоначальный план, кстати, он снова делает вышку. Снова думает, интересно. Все-таки сделает вышку? Давайте посмотрим. Но посмотрите, что делает Бинанджи. Какой его план изначально был, не знаю, но сейчас вы его поймете. Потому что это Кельт. Хорошо. Я пытаюсь насеивать фермы, уменьшаю количество на лесе, уже становится 6. Тут уже золото вроде как есть, 18 на еде много. Но, ребята, у меня 0 зданий феодальных. Вышку таки он достраивает, и я отхожу. И я думаю, блин, ну ладно, пошли искать релики, сники крестов, ходить, убивать куриц. Я что-то разозлился, начинаю убивать этих куриц, но думаю, что он выйдет сюда, их убьет. Я их здесь тут есть все равно не будет. Смотрите на экономику Бинанджи. 18 на лесе, 7 на золоте, 0 на еде. Да, вы понимаете, это будет раш осадкой, твою вашу мать. Окей, Кельт довольно рандкий переход. Все-таки в замке можно считать, что он делает что-то типа 24 плюс 2, 26 переход, да, как бы, ну, он скаута слил, так было бы 26 лимита. Соответственно, подумайте сами. У Кельта 2 лесопилки,
Он с топориком, он кельт, который быстрее добывает лес. Куча на лесе, лес просто в космос улетает. Я же делаю какой-то всего лишь рынок, чтобы догнать по переходу, хотя не знаю, чем торговать. У него есть золото. 2 креста в заказе и больше ничего. 2 креста сюда выходят. Тайминг довольно ранний. 14:30, 14:40 это рано. Я делаю сюда кузницу. Рынок кузница. Что происходит? Какой рынок кузница? На меня нападают волки. Просто ужасный старт на самом деле, да? Ну вот... Так, я запутался, очень сильно жадный галскаутом, подгонял оленей и совсем тупанул. Сразу 2 осадки за кельта. А теперь давайте я перечислю, вот я перечислял бонусы гота, которые вообще не сработали, да? А теперь я перечислю бонусы кельта на вот эти темы. То есть лес мы уже перечислили, супер много леса мы будем тратить в осадку, которая работает быстрее. То есть по сути это даже не 2 осадки, а 2,4 осадки, потому что 20% бонуса, да? Быстрее делается осадка, соответственно, ну, сами скорпионы, и каждый этот юнит, да, который по факту, блин, типа дешевый для кельта, да, он атакует быстрее. Тараны атакуют быстрее, сносит быстрее здания. Скорпионы тоже. Скорпионы это имба. Да, их немножко порезали, у них не 12 урона, а 11, но по пехоте все еще бонусом у них такой же урон за счет бонуса. Итак, смотрите, что происходит, а я пока как бы не сильно знаю, я понимаю, что он в замках, но я пока не понимаю, что он именно делает, да, у меня нет в голове, что будет именно это, может он бумит просто. И здесь я вижу 2 скорпа, крестьянин, и я понимаю. 2 скорпа это больно. У меня есть стенка из домиков, и тут вы понимаете, что происходит? Я год, у меня нет каменных стен. Я бомж. Я вообще продал камень. Но здесь мне надо выживать. Я перехожу в замковую эпоху. Не успеет он меня спушить, да, он просто лепит скорпы, тараны, вся такая. У него нет барака и пик, но есть крестьянин, который тут сидит. Тоже запомнил его. И здесь я делаю такой момент, как конюшня снаружи. Я думаю, блин, ну есть у меня эти кресты, может конюшня снаружи как-то поможет, как-то что-то сделает, не знаю, ничего не понимаю. Так, мечники, кстати, где? Где? Мечники что-то здесь находятся, охраняют. Но мужик времени зря не теряет. Он вообще думает, что может успеть меня убить. Но 24 секунды до замка уже не успеет. Я делаю домики, понимаю, что камня у меня нет. Будет ли мужик терять время на то, чтобы убивать рынки, казармы, что-то еще? Просто смотрите, 6 скорпионов, чем контрить непонятно. Я делаю броню на кавалерию. Хорошо. У меня, в принципе, экономика ходовая, рабочая, но у Бинанджи все еще больше добытых леса за счет гребаного кельтского бонуса, или я не знаю. Потому что он не тупит. Время зря не теряет. Идет таран, который быстрее атакует. Здесь у меня крестьянка. Она выжила, кстати. Я сразу беру осадку. Думаю, так, ладно, сейчас доживу до 2 катапульт, все нормально будет. Доживу до 2 катапульт. Доживешь до 2 катапульт, я делаю 2 рыцаря. Я думаю, блин, сейчас будем перехватывать здесь осадку, она же явно без ничего. Тут мечники входят. Но время зря не теряется. Я срываю крестьян, думаю, так, ладно, окей, катапульта. И здесь у меня в голове было, что я заказал катапульту. То есть самое важное было хотя бы заказать одну катапульту. Я ее не заказал. Мне не хватает леса, либо еще чего, я ее не заказываю. Рынок есть, но я как-то не соображаю, сфокусирован скорее здесь. Вижу вот этого, думаю, о, отлично, неплохо. Здесь думаю, ладно, попытаемся крестами отбить. Крестами. Понимаете, в чем прикол? Крестами отбить, но не кельта. И здесь ключевой момент, что даже если я попытаюсь это сделать, он вычинит таран просто, понимаете? Он забирает ферму или что, он начинает на ферме работать. ТЦ уже мертвый. Да, я перешел в замок. И я понимаю, вот прямо сейчас я понимаю, что все, это ГГ. Да, здесь я перехватываю немножко скорпиона, прикольно, но здесь все. Я потерял, крестьяне не понимают, что делать. Надо сдаваться или что? Я понял, что я осознал, что у меня даже катапульта не сделана. Я понимаю, что нет ресурсов абсолютно. Я потратил на коне, что-то не рассчитал. Здесь меня душат, скорпы. Я начинаю разбегаться, думаю, куда бежать. Бегу вообще наружу, делаю осадку, потому что там сейчас я в моменте контролирую. 2 креста откуда прибежал. Здесь, конечно, можно попытаться его как будто бы запереть, но это невозможно с 3 таранами. Это просто Unreal. Напасть тоже на скорпы невозможно. Но у меня есть 4 рыцаря, на самом деле уже 5. Можно бы, как будто было бы здесь напасть. Но прикол в том, что Бинанджи думает, что я убежал, а я не убежал. Я попрятался здесь, сники, сюда, в домик спрятался. Бинанджи добавляет 2 монастыря, понимаю, что у меня есть откуда-то рыцарь, он не понимает, откуда, но рынок спушен, это супер важное здание, посмотрите, я сделал осадку, мне убили рынок, я вообще ничего не могу сделать. Я не могу сделать ни катапульт, я ничего не могу делать. Я просто мертвый. Я убиваю скорпов, здесь кони, в принципе, работают, у них неплохие апы, здесь +1/+1, достаточно приятно. То есть конюшня, в принципе, зарешала. И здесь тараны рассерженные уходят, но есть еще 3 скорпа. Посмотрим на раненых коней. Так, выходит тоже житель. Чувак начинает контролить. Я отвожу жителя обратно, он, видимо, этого тоже не видит снова. То есть, это забавный момент. Но здесь я как-то пытаюсь конями. Так, надо сначала скорпов. Я понимаю, что пик у него нету, но есть проблема. Начинаются гребаные монахи. Сколько я скорпов добью? На самом деле, очень много скорпионов убивают других, поэтому у меня счет даже выше. Но есть проблема. У меня нету ратуши. Да? У меня уже минуты 2 нету ратуши.
У чувака есть ратуша, но он из нее ничего не делает. Итак, у меня айдла почти нету, у чувака уже 7 минут айдла. Бинанджи. Хорошо. И он продолжает пушить. Я поставил тут дурацкую осадку, думая, что здесь что-то контролирую, а он ее видит и начинает сносить. И здесь ситуация слишком усложняется. Курицы тут олень до сих пор жрутся, конюшня готова, я тут бегаю, у меня нет ратуши, у меня ресурсов вообще нет, никаких нету. Здесь я вернул на лесопилку, здесь вернул на золото и делаю осадку номер 3. Номер 3? Серьезно? Ну, я пытаюсь осадкой законтрить Кельта, потому что Кельт не может конвертить осадку. И здесь смотрите, что происходит. Здесь, конечно, был довольно важный момент, по-моему. Типа, я что-то вижу здесь, конями его байчу. И здесь он допустил ошибку, двинул монахов, конверты сбились, я убиваю одного. Тут, смотрите, раненого ему отдаю. Убиваю второго. Здесь он конвертит. Скаут почти мертвый, и он успевает добить 3. Он убил 3 монахов. Один стартовый скаут убил 3 монахов. Хорошо, придется делать больше монахов. Запомню, что тут золото, в конце концов, скоро будет заканчиваться, да? Хорошо, интересно, забавно. А чувак, убив мне вторую осадку, думает, что делать? А я такой понимаю, если я сейчас попытаюсь поставить любой ценой ТЦ, мне кажется, я проиграю. Мне нужно контролить пока что карту. Соответственно, я поставил рынок, осадку, перекупаю там как-то золото и делаю, наконец-то, манганель я первую делаю. А Бинанджи думает, что я где-то живу. У нас по 26-27 крестов абсолютно никто не делает крестьян на протяжении уже минут 4. Это вообще не шутка. А может и не 4. А может уже и 6-7. Здесь все еще мужики приносят оленя, это приятно. Опять скорпионы скопились, их 8. Но у меня выходит манганелька. Хорошо, здесь есть рыцарь конверченный, но всего лишь 2 монаха осталось. Здесь я иду, проверяю, и... Вот тут даже не помню, что случится. Да, я понял, что я тупанул и решил удалить. Сделаю своего ручками скаута, но понимаю, что скорпы его просто сразу захавают. Просто захавают. А Бинанджи что делает? Он ищет меня. Помните, когда я его искал? Я его искал, не мог найти. Теперь Бинанджи не может. Он думает, что я убежал, а я тут остался. Я здесь, по сути. Здесь только 2 креста. Так, соответственно, я делаю вторую катапульту. Напомню, я все еще играю без ратуши, без добычи камня, без всего. У меня есть рынок. Так, и здесь какой-то рыцарь. И смотрите, как скорпионы испепеляют всяких вам рыцарей. Кстати, а куда его монахи делись? Не понял, было же только что. А вот здесь он запивил, видимо. То есть, посмотрите, сколько эта конюшня абсолютно рандомнейшая, да, все-таки дает мне. Я постоянно думаю, что монахи где-то здесь, и я такой, опа, монахи, а Бинанджи такой, эй, блин, И тут я разных бью, но вижу, что они ранены, и еще минус 2 монаха пивушком. Хорошо, смотрим немножечко дальше. И Бинанджи, найдет он мою конюшню или нет? Найдет или нет? Это довольно важный момент. Сможет? Сможет? Неужели ладушку везет? А вот и не повезло немножечко. Здесь я, смотрите, догоняю Скорпион еще. То есть кавалерия просто разыгрывается. Как же Бинанджи не хватает брака? Это просто жесть, хотя он может себе его на самом деле сейчас позволить. Но он играет фулл-осадкой. И он нашел, думая, что я здесь, а меня здесь нет. Нас здесь нет, мы уходим вниз. Здесь всего лишь одна конюшня. Но конюшню жалко терять, я делаю конюшню. То есть посмотрите, я после того, как потерял ратушу, взял осадку. Потом взял еще одну осадку, рынок, конюшню и 0 ратуш. Абсолютно 0 ратуш и леса нету. Хорошо, что я делаю? Я делаю даже 3-ю катапульту. То есть я трачу больше, чем 1000 леса вообще не в ратушу. Абсолютно. Это правильное решение или нет? Это вообще хер знает. Здесь 2 скорпа нашли моих крестьян. Ай-яй-яй, крестьян наружных нашли. Что за жесть? Перестроил тупо мельницу, чтобы... Фермы, но фермы тоже заканчиваются. У меня, кстати, есть хомут, скорее всего, во время перехода делал. Добытые ресурсы просто на 20% больше. Скаут тут ничего не добился. Вроде как, да? Здесь проблема. Появилась пика. И кельтские пики, это, конечно, боль, боль. Но я перестроил конюшню, в принципе, у меня 3 темы. Кстати, у него есть свой рыцарь, да, но раненый. Если его как бы отхилять, он может зарешать здесь. Хорошо. Бинанджи реально сейчас меня ищет. Я сначала этого не понимал. Думаю, где он? А потом я понял, он реально не может меня найти. Лол, конечно. Вот это финальная карта. И здесь я вижу опять монахов рандомных. Так, начинаю неудачно угадывать. Но здесь вроде эта манганелька еще что-то получится. Ага. Тут еще был такой момент, смотрите. Тоже я попытаюсь в каждый момент важно написать. Я видел, что меня 2 скорпа здесь нашли, и, соответственно, я их убил этими конями. Это было достаточно выгодно, мне кажется. Хотя все кресты тоже сдохли. 24 креста на 27. Мы вообще делаем крестов уже минут 10. Оба. Хорош, чел. Погнали дальше. Здесь катапульта смогла убить монаха и монаха номер 2 кельтского. Это было неплохо. И катапульта не убивает скорпа, но здесь подходит чувак, но я уже боюсь вот этих пацанов. Здесь он возвращается. У него здесь до сих пор катается крест. 2 катапульты. Смотрим сюда. Катапульта все еще жива. И здесь происходит момент истины. Бам! Я на патруле хаваю просто скорпов. 6 скорпов, 7 скорпов минус.
И теперь вы понимаете, что происходит. Минус карпы, минус монахи, минус... Даже минус рыцарь какой-то. Выходят крестьяне, они начинают чинить. Здесь тараны бьют рыцаря, но это смешно уже просто. 3 незащищенных тарана, да? Я все это захаваю. Просто смотрите счет. Просто смотрите счет. Просто в моменте все перевернулось. Как же неудачно здесь играл Бинанджи все-таки. А все потому, что он не понимал, где я нахожусь. Посмотрите на этот Скорпион. И здесь и апнул пики, но поздно. Защищать уже нечего. Хорошо. Ситуэйшн. И теперь я такой выдохнул. Главное правило ладушка по эпохе. Нанес урон, можешь добавить ратушу. Без исключений. Я такой, фух, наконец-то могу, спасибо. Добавляем первую ратушу. Все. Жестко, кстати, реально. Правило, есть правило, никаких исключений. 0 ратуш или минус 1. Итак, здесь у нас осталось 2 мельницы, ни хера больше. Пики. Но пики еще размикрить надо. Я делал свой монастырь, потому что знаю, что в центре релики. Фух, ну Бинанджи тоже начал крестов делать. И на самом деле, а что он делает? У него 2 монастыря, 2 барака, 2 садки. Что происходит? Здесь мы начинаем разваливать свои. Ну, я, в принципе, тут как-то кого-то, но на конях уже хп не осталось, как будто бы их надо полечить. Делаю 3 монаха и, в общем-то, живем. Счет, конечно, у меня космический ушел вверх, но я это, конечно, понимал, что это не круто. Я играю давно без ратуши, но вот здесь я уже все-таки сделал одну ратушу, да? И добываю немножко камня на следующий, возможно, ратуша, а может нет, я даже не помню. Мы делаем чистоколы, и, в принципе, я себя чувствую спокойно. Я вижу счет, вижу, что плюс 1000, понимаю, что это я накилял дешевых таранов куча, да, скорпионов. В принципе, тут еще ситуация непонятна. Возможно, у него плюс 10 крестьян, это минимум, но он реально сайдлом в 16 минут. Хорошо. Здесь, в принципе, почти каждый размен идет в нашу пользу довольно долго. Но вот минус крестьянка. Вот здесь неприятная пика, с которой непонятно, кто что может сделать, учитывая, что монаха веры сейчас нету. Здесь бесконечное сражение пика на пику. Ну, выходит еще какой-то монах, конвертит живого пичника, подходит рыцарь. В принципе, по чуть-чуть мы отбрахиваемся. Но важный момент, да? Чувак все это время рубился сюда, и он почти вырубился здесь. Он рубился в одном месте, хотя здесь тоже есть второе место, он тоже там перестраивается. Кельт вырубается быстрее. Тоже важно, я тоже делаю самое. В принципе, все, 28 на 28 крестьян сравнялись. Я добавляю еще одну ратушу и просто контролю центр. Есть ли шансы еще у Бинанджи? Ну что ж, он все еще кельт. Но у него уже закончилось золото, и он переключается на камень. Будет, возможно, продавать камень. У него все еще здесь стоит вышка, здесь мы что-то тут видим. Я добавляю ратуши, вот это удивительно. Тащу релики, да, и как бы, что Бинанджи делает? Бинанджи, у него 500 камня, да, думает, что делать, добавляет лесопилку. Почему не ратушу, вообще непонятно, почему он не пытается ратушу добавить, пока почему-то непонятно, как будто бы... Ну, понимаете, Бинанджи знает, что там висят катапульты, да, а я тоже боюсь пушить, то есть мы оба боимся. Он боится, что я его запушу, а я боюсь его пушить, потому что я знаю, что 2 осадки тяжело сюда пушить, плюс вышка есть. Я как бы реально, я честно его боюсь. То есть я тоже не знаю, что у него там есть. Вот реально просто. Я такой, ладно, бумим, собираем релики, контролем. К сожалению, я не могу закрыть его каменной стеной, потому что у готов это отсутствует. Он, кстати, ушел отсюда, забавный момент, и он выторговывает лесом. Лес все еще можно торговать выгодно. Здесь есть рынок, думаю, блин, прикольно было бы выпилить рынок, но надо смотреть, чтобы он свои катапульты не делал. А он и не делает, хотя как будто бы мог бы. У меня совсем мало на лес, я апаю монахов, кстати, 4 штуки уже. Забавно, и собираю релики уже номер 3. Здесь, кстати, вот этот Скорпион, который, возможно, что-то пытался найти, но не смог. Я здесь немножко решил катапульты поразведывать, смотрю, что-то от него вообще ничего нет. Думаю, блин, ну сейчас же он сделает манганель, надо уходить. Тут как я размикрю кельтский манганель, так осторожно, надо не убить своих. Ну что, ребята, и это уровень, да, когда минута 35, а у вас 35, крестьян 33. Это значит, вы держите уровень. И тут я вижу замок, и на самом деле здесь он делает одну катапульту, и по сути здесь можно запушить на самом деле. Но делает одну катапульту, я даже удачно отмикриваю, и как будто бы если полететь всеми сюда, отменять замок, рынок упал, можно попытаться что-то добиться. Я просто не вижу, что там дальше происходит. Чувака даже вообще ничего нету, даже просто Скорпион внешний, просто 4 пики танцуют. И здесь я понял, что у него ничего не было, он просто 4 пиками покупал время, но я понимаю, что поздно это собродил и не успею отменить замок, отхожу, чтобы не слить катапульты. И думаю, блин, надо... Я такой, блин, надо было рискнуть, хотя вот, ну вот, тут же 2 осадки. Эх, ладно, все. Просрали момент. Но я здесь довольно-таки активно качал камень, потому что все крутится все-таки не вокруг экономики, а вокруг контроля центра. Бинанджи такой, ладно, убили мне рынок, перестрою. Здесь у него, в принципе, он замком себе задефался. И здесь он такой думает, так, подожди, я скоро без ресурсов останусь, мне нужно вырубиться. Возвращаемся сюда, ставим сюда Скорпиона. И у меня одновременно тоже такая мысль, так, подожди, надо его контролить, надо как бы монахами его окружать, смотреть, что там. Здесь вижу висючего Скорпиона.
У Ладушка было 37 жителей, запомните, это важно. Здесь одна крестьянка строит. Кстати, видит он замок или нет? А, он видит за счет того, что катапульты атаковали, и они палят. Так, здесь Скорпион почти убивает мне монаха, но монах из ХП, блин, быстро он наваливает здесь. И, в принципе, конь разобрался. Единственный мой конь. Единственный конюшник. Так, интересно, а где 5-й релик? Ой-ой-ой, здесь какой-то почему-то заход пиками, какая-то проверочка. Я вроде вербую пику, только думаю, он остальные удаляет. Думаю, ну, окей, спасибо. Даже да. А серьезно, где 5-й релик? Пик. Видимо, его нету. Видимо, их всего 4. Хорошо. Так, я возвращаюсь направо, думаю, так, что-то там надо сделать. Ну и, в принципе, у нас экономика такая посвободнее. Хотя Binance все еще лидирует по добытым ресурсам, но эти добытые ресурсы, мы видели, как они были выкинуты здесь катапультами. Манганельками, в принципе, довольно неплохо. Но обратите внимание на флажки в замке Бинанджи. Да, давайте подумаем. Хускарлы, супер как будто бы юнит, да, но отстрел супер юнит. А в ближнем бою бафнутые разбойники дадут прикурить, тут, на самом деле. Я вижу этот замок и вижу флажки, понимаю, что что-то там копится. Может петарды, но вряд ли, скорее всего армия. Думаю, блин, а что если он сделает тараны плюс рейдеров? Это будет опасно. И здесь посмотрите, какой мув. Я вижу, здесь даже крестьянку конверчу, но он заболел проход, да, как бы. Здесь ставлю аванпост, начинаю контролить его. В принципе. У чувака буквально заканчивается камень, он внутри полностью. И по экономике не сильно меня обгоняет. А капов тоже особо нет, у меня тоже, в принципе, тоже особо нету. Здесь, в принципе, крестьянка внутри, я пытаюсь еще сконвертить, не понятно, что происходит. Аккуратненько могу дотянуться до осадки за счет того, что замок недалеко стреляет, да, убиваю осадку, думаю, ну, аккуратненько еще убью. Тут даже может показаться, что это на осадке висит флажок. Но я, в принципе, не рискую, одну катапульту убиваю. Тут, кстати, крестьянка, она же выйдет. Она же спокойно выйдет здесь, или нет? Я добавляю еще одну радшу в центре. Хочу закрепиться здесь, знаете ли, как-то в центре побольше. И да, крестьянку сфербовал, и она выходит. Отлично, найс. Все, в принципе, ладушек экономика такая вот чисто, типа ничего толком, но... Ну да, есть такое. Здесь, в принципе, камень заканчивается, делается девоушен, кстати. И чувак готовит просто, он массив трейдеров, которые не сильно дорогие. Ну вот, смотрите, уже 500 леса, выторговывается всего лишь 210 золота. Не слишком круто. Выходит... Почему вышло только 4 рейдера, а не все остальные? Забавный момент. Но они такие быстрые. Лол. Ну, интересно, почему он выпустил только 4, а не всех, чтобы немного нафидить. Типа, если с конверсия, то немного. Кстати, был Devotion, видите, Devotion прям сработал. Я мог даже догадаться, что из Devotion, потому что вообще не сконвертились, да? Но Титаник он не смог законвертить мне. Кстати, можно же коронку сделать кельтскую. Лол. Стронгхолд. Чтобы замок быстрее атаковал и хилял здесь. Забавный момент, не знаю. Я начинаю качаться, как бы. Но я понимаю, так, никаких импов. Как только я пойду в импы, меня спушат. Спушат мой форвард замок. Мне нужно делать армию. Я делаю хускарлов, но здесь я понимаю. Так, хускарлы против рейдеров. Ну, не знаю. Вообще-то рейдеров уже 16. У меня 9 хускарлов. Да, есть 6 монахов. Приятно. Релики уже 1000 нагенерили. Но я думаю, так, а давайте сделаем стандартных мечников. Они же все-таки со скидкой супер дешевые. Второй барак и делаем стандартных мечей. Хорошо. Ну, и сквайров также. Тут броня, хомут. То есть экономика, в принципе, окейная. А здесь помним про это. Я видел эту стенку, но я не подумал запереть его здесь. А он удаляет стенку и выходит рейдерами, ребята. И казалось бы, я делаю хускарлов, которые могли бы тут его порейдить, а рейдить будут меня. Я здесь такой крестьянка, думаю, так, надо аванпост поставить, но поздно! Разбойник уже вышел, тут сразу ворота. Здесь чуваки уходят дальше. Я начинаю жрать все ресы, думаю, как прикольно, я бомблюсь. Выпускаются рейдеры, я активирую монах. Вау, классно, я их активирую, конечно, здесь. Вау, а почему так? Странно, это какой-то плохой мисклик, конечно же. Рейдеры здесь и разбираются с хускарлами или нет. 60 хп на 70 хп, 11 урона. Здесь всего лишь 10. Короче, жесть. Рейдеры начинают наваливать. Начинают наваливать здесь. Тут, в принципе, развалили моих хускарлов. Монахов я жестко слил, внутри еще где-то есть. Здесь я боюсь, что выйдет что-то из осадок. Но осадки, на самом деле, сдохли уже. Он начинает бегать внутрь. Я могу завалиться только домиками. Здесь у меня какой-то рандомный рыцарь. Сажусь в ТЦ. Непонятно. Здесь у меня, кстати, чуть ли... Ну, у меня уже буквально дырка. Подходят монахи все еще. Мечей я только начал делать. И немножко неприятно. По циферкам вообще все выравнивается, у него больше лимита, он делает поджог, хочет прорваться, но здесь подходят уже другие монахи. Катапульты, посмотрим, что делают катапульты. На самом деле ничего, пики максимально тупо идут. Катапульты просто стоят, ничего не делают. Страйк, минус чел, целый один чел, но 4 конверта приходят, заметив. И я убиваю своего мужика, хорош чел. Грамотно конверт, что на самом деле конверты 4 штуки прошли, несмотря на девоушен. Потому что пока он обходил вот это все, мужики конвертили с лазерами. И, в принципе, мы зачистили пацана. Окей, он дальше массит своих чуваков, сможет ли он выбраться из этой тюрьмы, которую, грубо говоря, сам и создал. Хорошо.
Я как бы практически уверен, что его снаружи нету, но я вот не сильно контролирую здесь ситуацию, да, тут подходит монах какой-то конвертить, непонятно какой. Рейдеров у меня, кстати, 3, я монахов встал, даже вторую броню делаю. В принципе, я могу и конюшни рыцари делать неплохо, и уже 3 барака есть в монастыре, то есть, в принципе, я могу делать юнитов, но хускарлы как-то себя показали совсем сомнительно, ну окей. И здесь чувак такой думает, так, сейчас или никогда, ресурсы закончили, золото камень, надо выходить сюда ратушей, но есть проблема, а ладушек все видит. Я вижу эту тему, вся армия направляется абсолютно сюда, выходят рейдеры, монахами надо переключиться, монахи очень сильно тупят, крестьяне выходят прямо на рейдера, что происходит? Снова конверты, мечники не знают, куда бежать, они немедленные, они не понимают, крестьяне отходят назад, 3 конверта проходят, пики дерутся с рейдерами, здесь мужик заходит, сразу ставится ТЦ, абсолютно, катапульта едет, он их фокусит, зафокусил, катапульт у меня их не остается, но у меня есть жители, большая армия, и я ставлю ратушу, потому что думаю, все, погнали, ТЦ рашить жестко, его наказываем, здесь запрем ТЦшкой, надо максимально жестко, на замок не хватает все равно, думаю, ладно, что ждем, у меня большая армия, нахиляется, мечники делаются по дешевке, и начинают ТЦ рашить сразу, чувак реагирует, садится в ТЦ, сливается житель, у него все еще, ну, у него всего лишь 4 рейдера уже, начинаем рашить, ну что, типа... Ты убил мою ратушу, нам жри еще ратушу. Давай, погнали. У Бинанджи 4 ТЦ, я делаю 4, начинаю валить сюда. У меня много действительно армий. 35, это дохерища. У Бинанджи 10 крестьян больше. И здесь он уже думает, блин, сейчас или никогда, надо что-то делать. Он убивает моих пик, выходят какие-то жители, они сейчас начнут чинить. Рейдеры. Рейдеров я замечаю, начинаю их валить. Он начинает абузить скорость рейдеров, отвлекает много моих юнитов, которые начинают сливаться жестко. Но есть здесь хускарлы, которым плюс-минус похер на все, что происходит. Тут всего лишь одна крестьянка подходит. Хускарл умирает, ТЦ достроен, плюс чел, минус ратуша. Кресты умирают или нет? Крестов я хочу вообще законвертить, думаю, надо побеждать. И ГГВП, и мы проходим эту катку. Боже, как я радовался, когда я выиграл, вы просто не представляете, потому что, ну, типа... Я понимаю, что это какой-то там не супер-убер-мега-турик с миллионом долларов. Я понимаю, что это... Но все равно внутренне, конечно, из той ситуации, которая была, из такого плохого старта, из такого жесткого чувака, смочь вытащить это просто, я очень был рад, на самом деле. Вообще сет был топовый. То есть здесь он меня унизил. Здесь я там камбэкнул неплохо, ну там нормально сыграл. Дальше он меня самураями в третьей катке реально генуэзов убил. Я был в шоке. На 4-й катке, 4-ю катку я там тоже еле вытащил, короче, там на шару, грубо говоря, ну не на шару, а там на самом деле он тупанул. И финальная катка, где у меня был ужасный старт, честно говоря. Когда ты делаешь 4 мечника и 2 креста, они просто ходят вот здесь годами, а чувак делает спокойно фасткасл и убивает тебе ратушу просто. Но вот эта конюшня, вот у меня что-то в голове щелкнуло, что вот надо делать что-то вот такое. Вот что-то типа... Осадка медленная, и надо ее перекусить как-то. И вот конюшня, вот что-то вот мобильное, да? А у него вот не хватило на пик, он слишком улынился. И здесь тоже был момент, я честно, я не очень помню, прям думал ли я сдаваться здесь в моменте или нет, когда мне спушили ратушу. Типа, меня держала в игре точно конюшня, точно то, что у меня здесь снаружи кресты, я решил тут немножко разбежаться, и Бинанджи не доконтролил до конца. Наверное, отвлекло то, что несколько жителей убежало сюда, поставил осадку, и он отвлекся и понял, что я подумал, что я полностью убежал. А я здесь разбежался, в принципе, по углам просто. Нашел укрытие. И, конечно же, мне там повезло. Но на самом деле где-то повезло, где-то я доконтролил прям жестко скаутом. Минус 3 монаха мы видели, потом, оказывается, еще минус 2 монаха видели. Катапульта, здесь он нафидел жестко, ошибался тоже. И здесь мы его уже, в принципе, расконтролили, ну, просто за счет специфики карты, да, и то, что у меня бесконечное золото, он вынужден выходить и сливаться, как говорится, хоть у него и больше крестьян. И даже мне вот очень интересно все-таки... мотануть, да? Вот смотрим. Я потеряю ратушу на 19, по сути 20 я ее потерял. 19-20, хорошо. Смотрим. 26-я минута, у меня нет ратуши. 20. То есть я до сих пор вкладываюсь вообще в катапульты. Сейчас они тут всех убьют, да? То есть смотрим. С ратуша вообще будет поставлена реально вот только 29-22. То есть вы понимаете, что 10 минут, и он, блин, не делал крестьян, и я не делал крестьян. Настолько жестко мы играли, никто бы, конечно же, не перешел. Так, давайте тут до конца, чтобы вся статистика четко прогрузилась, посмотрим ее обязательно. Прошел я в полуфинал, в полуфинале там мне удалось легче выиграть, и будем играть в финальчик уже. Так, хорошо, потому что Бинанджи был реально победителем первой группы, довольно жесткий чувак, чуть ли не там самый сильный, 2250, но вот как-то не фартануло. Фу, 14 рыцарей, браво, они хорошо сыграли, в принципе. Скорпионов было аж 26, АПМ 46 на 52, они супер огромные, то есть полумертвый. Здесь, кстати, вот прикольно, я редко смотрю свою статистику, но видно, что ресурсы трачу я, в принципе, неплохо. В среднем у меня 444 ресурса на руках,
То есть прям мало, меньше 500, у него было побольше. Но там были моменты, когда у него было слишком много леса, он его не тратил. Эффективность экономики 71-71. Но в какой-то момент было 16, и это был ключевой момент. Вот посмотрите даже вот этот момент. 16% экономики работает, да? Возможно, вот эти чуваки, где они там, я даже их не вижу тут, вот они. То есть здесь я просто разбегаюсь, даже посмотрим на это. Это ключевой момент. То есть что видит Бинанджи? Он видит, что я убегаю, да? Здесь там кто-то остался, но здесь остались, здесь остались, здесь остались. Да? Он же ведь мне их не убьет, я же выкручусь сюда. Как? Подожди, я даже не помню. То есть он тут так, конь... ну просто мы вернемся. Мы вернемся. Мы вернулись. А он не заметил. Он тут ждал дотекания монков, да? Он, ну, не обратил внимания. Чик-чик-чик-чик-чик. А он искал. Даже тот скорпион, это показатель, что он искал меня. Вот сейчас тут какой-то скорпион идет вправо. Да, он ищет. Где, что, здесь? Здесь, ты же выходил. А я уже внутри. Да, смешно, забавно. Но мне очень интересно посмотреть статистику. Здесь этой катки. Хорошо. В принципе, ну, заулынился Бинанджи здесь, и это его погубило, конечно. 14 конвертов от меня, всего лишь один от него. На самом деле он сконвертил мне всего лишь одного юнита. Неплохо, вышло. Так, здания, киллы, в принципе, все в нашу пользу. И Бинанджи добыл больше ресурсов за игру. Он сделал это, он добыл больше камня даже. Намного больше леса, на 5000 больше леса. Но еда, да, курочки и золото, конечно, зарешал в этой катке. Уже 1600 золотых получается. Титаник. Начало, но даже без ратуши можно выигрывать в Age of Empires спокойно. Спокойно. Главное думать о винкондишне. Ну, вот как-то так. Жду ваших комментариев злобных на ютубчике. И до новых встреч.